Всем привет, вы на канале Рен Анет, и сегодня у нас, наверное, долгожданная игра, хотя вышла она очень и очень давно. Это первый Ассасин. Я очень ждала, когда мы пойдем в эту игру играть, потому что она была одной из первых, которую я когда-то проходила, а проходила я эту часть в 2020 году. Летом 2020 года, я это помню. На черный экран не обращайте внимания, просто я хочу, чтобы заставочка там тоже у нас попала, так сказать, под запись, потому что это все-таки легендарная такая игрушка, и пускай все возможные моменты, они будут записаны. Поэтому приятного тебе просмотра, а я сейчас просто пока запущу игру. Сейчас он там подгрузится, наверное. Звук есть, все хорошо. Все, поехали. С пятого раза получилось. Если тихо, я сделаю сейчас погромче. Иначе у меня слышит картинка, скорее всего. Для меня это был кайф только что. Так, теперь подождем. Так. Сориентируйте по звуку по-братски. Я потом сделаю, конечно, при монтаже. Поправлю, чё как. И главное, чтобы на стриме вам тоже было хорошо. Он не открывается теперь у меня в полный экран. Ладно, сейчас сделаем. Так, создаем новый профиль. Типа имя... А заглавное можно? Во. Ништяк. Так, теперь... Так, качество. Я уже чутка погромче. Окей. Сейчас я прям... Даже вот так, наверное, сделаю. Себе-то я тут могу. Чуть-чуть времена, когда делали что-то прикольное и новое, а не одно и то же каждый год, просто меняя декорации. А, этот Юбик. Слушай, очень много... Блин, а есть этот, где, типа, весь экран, не весь экран? Я понял. Это качество просто график. А что здесь настолько, что ли, все было упрощенное? Я уже и не помню, если честно. Реально. У меня другая проблема. У меня он не на весь экран открыт. А он открыт не на весь экран. Так, а как мне это исправить? Проблема. Вот у меня тут проблема.
Ща, погодите. Что я ни хрена не пойму. Блин, да ладно, что мне во время стрима не получится, что ли, это, если что, переходить на другое окошечко? Найс. Ща, 5 сек. А то мне так неудобно, у меня он шляется туда-сюда. Я поняла, у нас будут, походу, приколы. С интерфейсом или нет? Честно, я задумывалась, Саш, над этим вопросом. Кто не в курсе, короче, это очень интересный факт на самом деле. При разработке этой игры, пока не начали, при разработке игры прикольная... Пробую Ctrl-F, но уже поздно, ладно, если что, потом попробую. В общем, была убрана вот эта мини-карта, то есть все подсказки... Короче, было убрано все, что показывало, где ты находишься. То, что показывало твое местоположение. То есть... И не было, да, никаких подсказок, куда тебе надо идти, ну, в плане направления. А просто тебе сказали, типа, тебе надо идти туда-то, все, и ты стоишь, ориентируешься по местности, то есть прям реально ориентируешься. Там поэтому по солнцу, по зданиям. И честно, Саш, я думаю, что я это не вывезу, потому что я географ очень и очень плохой. Я боюсь, у нас прохождение будет так очень сильно затягиваться. Что-то я, знаешь, совсем уже, походу, забыл начало. Чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, Подожди. что и это давление духа, ибо в многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Подожди, а разве так и должны идти быстро подсказки? Я что-то вообще ничего не поняла. У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма. Он отторгает процедуры. Начинаю откат. Да подожди ты, я что-то вообще ни хрена ничего не Дезмонд, понимаю. попробуйте расслабиться. Сейчас расслаблюсь. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. А. Слушайте мой голос. Все это Так и не должно было быть. по-настоящему. Всего лишь картина из прошлого. Хрена Они себе не картина из принесут вреда. прошлого. Ой, Черт возьми, не работает. что-то я ни хрена ничего не понимаю. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Сложно, ни хрена Не себе теряй сложно. его. Я что-то вообще ни хрена не понимаю. Что творится-то? Достаточно, мисс Стилман. Кого? Надо его вытащить. Немедленно. А, я вспомнила, как бегать. Хорошо, Дезмонд. Да вытаскивай Мы меня, у меня постараемся вас уже глюки вытащить. идут какие-то. Картинки, ни хрена не понимаю. Кого? Вы в порядке? Нет, я ни хрена не в порядке. Я этого говорил, не что он помню. справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас. Чем? Вы Психоделом? похитили меня, запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не Сейчас знаю отвечу. вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы Или пиво с водкой. и что вы. Никогда так не делайте. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас Найс. в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что Are же, you мистер crazy? Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Так, подожди. Героев меча и магии уважаешь? Ложитесь, Дезмонд. Да подожди, дай с людьми поговорю.
Слушай, Мне нужно, чтобы вы легли, Дезмонд. да все, я поняла, короче, не дадут они мне ничего сделать. Я Мудрое слышала это решение. название, но не смотрела. Если я правильно понимаю, это аниме? Ого. Или что? Где я? Я просто анимешку такую Вы слышала. внутри анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической Память памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Я, кажется... Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Я, по-моему, забыла поставить Это задержку. воспоминания о событиях прошлого. Личные для Маленькое. человека, наблюдавшего события. Ну ладно, Да, конечно. ничего страшного. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только нам закончит генетическая информация рассказывать, я прошлых отвечу. поколений, но и их память. Память наших предков. А анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Так, пока грузится... Так, ну если это игра, тогда нет. Я не слышала, но если это что-то интересное, то я посмотрю Внимание! на себя. Поток данных нестабилен. Да, в принципе, Восстановление что такое. Ты, синхронизации. помню, не один раз говорил про это. Так, Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим Просто позволит вам ознакомиться с системой попробуй, управления если что, анимуса. включишь. Следуйте Нет, указаниям. попробовать я могу, но я знаю... Шкала Саш, что синхронизации я не- показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Это по типу здоровья, но это не здоровье. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Короче, надо вспоминать управление. Я помню, я очень долго... Когда вы помнила. стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Так вот, я просто знаю, что я в местности вообще не умею ориентироваться, поэтому я не хочу на это время тратить. Не очень похоже на Хабенского. Чего? В чем тут это? Ну ладно. Игра вроде как слишком быстрая. Возможно, это из-за FPS, кстати говоря. Подожди, вот ты прям... В смысле, да ладно, я что, открыть не могу? Найс. Ланчер, Сандер, посмотрим. Да не, вроде карточка не грузится нормально. Да, здесь FPS, по-моему, нельзя выставлять. Так, все норм, это сам анимус пытается синхронизироваться с Дезмондом. И это я поняла, но я просто... Я не помню, чтобы это настолько все было. Либо у меня тогда реально FPS были. FPS был очень маленький на ноутбуке. Потому что я тогда на ноуте играла. Ну, кстати, возможно. Ну ладно. Так, это фильм охеренный. Географ клуб.
Так, игра. Я хрен когда узнал, что это sci-fi игра на самом деле, а не про средневековье. Я тогда чуть-чуть, наверное, расстроилась, но стало еще интереснее. Фига себе, там FPS 500 кадров. Нормально. Да все бахеры были. А когда авторы пытались, согласно лору, добавить город со всякими технологиями, фаны именно героев взбунтовались. Так, что? Давай, короче. Ну, Хорошо. осмотрелась. А, там еще есть, оказывается. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Изи. Прекрасно. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы, а в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Это если что, правая кнопка мыши. Экраном, Мы а я не продолжим выходила синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки в высокой стойке. больше. Типа схватить. Ну давай попробуем. Пошел. Хорошо. Изи. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать это вот убегающую уже цель. бег. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до давай. маркера быстрее соперника. Это я могу, смотри. Ты чё, тварь? Как тебе... Он жульничает. Прекрасно. Чё он? Берет ставку Анимус раньше выдает меня. вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Так, Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый Подозрительно. цвет означает, что он Какой-то ты спокоен подозрительный. или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Давай. Все. Он идет второй на шухере. Макс, привет. Кто это сделал? Покажись! Не я. Это не я была. Воин Готово. заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный, а цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Я могу его убить. Подожди, а как? Четвертый. Обратите внимание, что значок Ой. статуса поменялся на «обнаружен». А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из Могу. виду. Могу залезть. Ты мой! Да, конечно. Ой, потерял, да? Отлично. Бывает. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Быть? Хорошо. Я в норке. Значок статуса показывает, что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. Окей.
Просто есть еще одна серия игр в той же вселенной Верно. Меч и Магия. Тебе Лор стоит и меч с спрятаться. героями у них один, но не все, кто играли в героев, проходили Меч и Прекрасно. Магию. Это у нас- Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Что это sci-fi. Отлично. Так он же вышел, а взял на этом остался. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Я не шарю про здание. Вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Короче, скамейки, сено и сад. А, и толпа людей еще. Ну, видать, именно вот, вот эту вот группировку. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Так, а где эти? А чё, не идут? Я чё, одна должна идти? Меня аж так раскроют. Или нет? Хорошо. Вы вряд ли так полностью так получится, когда я синхронизированы, буду и вам одна. доступна новая Вот вряд ли возможность так. орлиное зрение. Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Белая информация, желтый цель, красный солдат, понятно, синий союзник. Белый это информация. Прекрасно. Ага. А, еще потом на время какое-то, да, получается, остается цвет. Чтоб типа из виду. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из 3 принципов. Первый – не убивать невинных. Второй – всегда маскироваться. Третий – не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Угу. Вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Информативненько, однако. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. А, все, началось. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истина, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы Но это не выполним путь, задание, мой важен путь лучше. результат. Друг друга Я разведаю перебивают. путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. А как можно было чувака отправить на задание, при этом не сказав ему, что делать? Ну, вообще, в чем заключается миссия? Ну да ладно. Кажется, ручки чуть-чуть это вспоминают. Как играть? Ну, а чё я? Это зафиксировать, что ли, надо? Для убийства в высокой, низкостойки. Ладно, в низкой. Положим, да и все.
Кажется, все равно не жилец. Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Это Он есть, стоит у нас на походу, пути. крайняя необходимость. Это необходимо. Благоразумие, Альтаир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил 2 правила Кредо. И Сомневаюсь. собираешься нарушить 3-е. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. А, вот оно. А потом чека сейчас будет. Мы же говорили. Значок очень знакомый. Мне кажется, это и есть то, что мы должны будем потом в конце игры найти. Я честно, я не помню игру. Я вам клянусь. Хотя вспомнить мне ее очень трудно. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? 5 на 3. Так, подожди. Или удерживайте и нажмите. Кровь. Я понял. Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Шуля, привет. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Это катсцена была, мне ничего не сделать. Найс. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Я вам дам оружие. А, вот вам и препятствия. Лунь, тоже привет. Сейчас почитаю. Дайте, я сейчас выберусь отсюда сначала. Погоди. Что происходит с камерой? Пойдет. Непривычно очень то, что бег вообще тут с 2 кнопок. Прям тяжеловато. Переход к более позднему участку памяти. Так, год от года одни и те же голоса. Такое чувство, что у нас в стране на озвучке буквально 10 человек работает. Да-да-да. Альтаир, ты вернулся. Рауф. Рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Кажется, я ща Покоя буду- и мира, Альтаир. И тебе также. Кажется, сейчас кто-то получит. Че, дисплей GPS в правом нижнем углу экрана. Ну вот, который можно отключить. Русификатор, ну... Да, там не особо проблемы не было. Что-то как-то это все скачать. И плюс, ну, с озвучкой как-то оно приятнее, чем самому читать. Так. По поводу озвучки, кстати, да, уже за. Я бывает фильм смотрю, думаю, подожди, где-то я слышала уже этот голос, в каком-то другом фильме это было. Так, и как тебе «Принц Персии»? Скоро новый выходит, не играла, не в курсе. Не могу ничего сказать. По-моему, я круг мотнула, да? Ну ладно, бывает. Ну сколько лет прошло? Вот 2007 год. Да, это почти 20 лет прошло с выхода игры. Но зараза, она все равно... Надо же, Её он приятно вернулся. всё-таки играть. Аббас.
Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание — знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Но его здесь любят. Так, оружие используют только на тренировочной площадке. Окей. Ну, сейчас будет. Честь для нас. А, хотя нет, кто-то уважает. Легендарная первая Повелитель часть не ждет. устарела. Именно. Альтаир, Повелитель. подойди. Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Да. Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет, Мгм. не мертвы. Малик, Я выжил. а твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат? Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Да Но ладно. похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Хвост привел, скорее всего. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний Но участок наказание памяти. ему не избежать в любом случае. Так, из хороших старых игр могу... Так, сейчас, погоди. А, ну мне только в деревню, все, я поняла. Отложить трилогию Биошок. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Посмотрим. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей, займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Блин, я правда опять почему-то не слышала. Донат, зараза. Ну-ка, тебя, погоди. Блять, и то, и хрен ты прочтешь, чем. Алексей, привет. Да у меня все нормально, спасибо за комплимент. По поводу модерки, у меня как бы модеров нет, и я пока не планирую кого-то делать модератором. Так что без обид.
По поводу, где живу, ну, вблизи Москвы. Давай так это назовем. Так, выберите свой меч. Окей, выбрали. Сейчас пойдет резня. Поехали. Убийца! Смерть ему! Что ты делаешь? Иди прочь! Так. Ты стоишь у меня на дороге! А, парирует, да? Могу. На. Этот человек совершил убийство! Ты от меня не уйдешь! Очень сложно. Не дайте ему уйти! Пойдет. Схватите его! Необычная боевка все-таки. Прям мега, я бы сказал, необычная. Слушай, ты... Блин, не успела, прикинь. Я тебя догоню! Не успела засейвить чувака. На. Так, сейчас я попробую читать параллельно. Да и все части двойки еще вполне, а вот стройка уже проблема. Это ты про что? Если все части двойки, если ты про ассасинов, то... Ну, после второй части там... Не скажу, что под вопросом. Прекратите битву и возвращайтесь в Мысяв! Приказ Аль-Муалима! Дайте-ка все обратно это. Думаю. Перемотка на более поздний участок памяти. Фига себе. Что, закрылись, что ли? А, нормуль. 2007 меня эта игра потрясла сюжетом и технической частью. А, слушай, она до сих пор... Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Она Мы приготовили до сих пор сюрприз для вызывает наших эмоции. гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Давай. Могу. Да, я в паузе буду читать, согласна. Ну, так, время от времени. Смогу, если. Так, ползли. Потом... Лёш, я не даю модурку. Понимаешь, даже когда будет 200, Встань на эту я вряд ли платформу, дам. Альтаир. А, на третью, да? Там был уже занят. Я и не особо хочу модераторов себе пока что ставить. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Робер. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо, смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу! Нет, туда мне рано пока, подожди. Поехали. Моя нога! Криво прыгнул. Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Нормально живет. Так, пойдем. Кстати, да, что-то по поводу русификатора я и сама тупанула. Я что тогда еще тоже качала, когда одна играла. Там же вроде бы все официальные. Ну, по крайней мере, касаемо таких уже давно вышедших. Я сама тоже. Знаете, что самое главное?
криво от стены не отпрыгнуть. А то прыгнешь потом обратно. Так, либо на балкон, либо туда. Вообще без разницы. Вообще так вот задумался, ты прикинь, сколько физической силы надо, чтобы вот так вот как минимум лазить. Бум. Назад, воины! Назад! Не, назад не вариант. Перемотка на более поздний участок Ты памяти. помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. 3 простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку. Поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Первая сцена, которая... Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя, иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братства. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Рикардо, привет. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альтаир. А, прям в печень. Не, не в печень. Повыше куда-то. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или 2? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Спасибо, что дали это. Передохнуть. Так, вообще все части выходят с русской озвучкой, правда, насчет Миража не знаю. Хз. Когда первый раз в 2007 я запустил и показал... и показали. Анимус Дезмонд. Я думал, что не ту игру купил. По-моему, у всех просто было одно мнение, что она про средневековье. Люди. Это не мое решение. Не я устанавливаю сроки, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить как Лайла? Я знаю, чтобы случай всех не положил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет.
Вас очень хорошо слышно, ребята, в курсе? Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Мне не нравится, что ты споришь со мной. А меня никто не хочет спросить за мое физическое состояние, нет? Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Слышь, ты старый. Это не мое решение. Не я устанавливаю сроки, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лайла? Я знаю, что этот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Чё, просто диалог и все? Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Подожди, это второй раз уже одно и то же идет. А я могу лечь сама обратно? Я делаю, что смогу. Не могу. Нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому Пойдем спать, что ли, ляжем? нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить А как лечь? прежде чем мы закончим работу. Никак. О, замолчали. Идут, что ли? Все, наболтались. Я игру впервые увидел у друга, я вообще в шоке был. Кто такое придумал? Придумали, как видишь. Да вы идете, нет? На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Спасибо. В принципе, я не против пойти поспать. Черт, они заперли дверь. А, да? А это... Поесть там, в это... А в туалет мне... А, есть. Кстати, ничего так. Я не понимаю, кстати, что с мышкой. Даже зеркала нет. Нормально нет, а как причесываться-то должна? Зато любые косяки средневековой части можно списать на симуляции, в том числе быстро исчезающие трупы одинаковых болванчиков. Ну, кстати, да. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть слово нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение, а вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Ты да, шутишься у меня. Ему нечего причесывать. В смысле, вон какая шевелюра. Нормально. Да, тоже он. Знаешь, какие тут мелкие в эти волосы полезли? Я причесываюсь, а у меня пушочек такой. Так. А, нифига. Так. Здесь у нас все. Блок памяти 2. Просто продолжить нажмете. А то тыкну еще куда-нибудь не туда. Если вас обнаружили, путь к побегу можно расчистить. Я жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком.
Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Ай, смотри, шкала синхронизации какая маленькая стала. Вас понизили рангом. Потеряно... Короче, потеряно все. Нет ничего. А, даже так. Раньше их называли... Они превозмогали страх смерти. Серьезно? Что я раньше не слышала такого. Подожди, я хоть правильно пошла? Да. Нет. Да. На выходе. Не, Саш, я не буду убирать эту подсказку карты. Я что-то потеряюсь нафиг. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да, Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да, начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Ну, как хорошо-то. Так, поиски с деревенского рынка. Окей. Ну, пошли искать его. Давай попробуем без карты. Давай попробуем вон так сделать. Но если чё... Но если чё, посмотрим. Отсмотрим. Где-то внизу. Это миф, кстати. Да, нет, я тут все еще не уверен. Не уверен. Короче, ладно. Если что, я на ту карту не смотрю. Не буду, ладно. Так, здесь
Здесь уже что-то более похоже на рынок. Есть, то нет. Но у тебя не все информации владеет. А, вон, прям так подсвечивается. А, присядьте и послушайте, да? Сядь на скамье. А, вон вдалеке она есть, я вижу. Видите? Так, вот. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не иначе в одной из своих же корзин. Ага. Найти корзинщика. Где он может находиться? И правильное название... Так, что-то как-то там слишком умно в чате пишет, но интересно. Короче, у меня есть карта. Я пойду по карте. Но это где-то надо в этом. Я думаю, это нам назад надо идти. Я, конечно, не уверена, куда там показывает. А, нет. А, вот он, этот корзинчик. Пожалуйста, хоть одну. Вот. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Опа. Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Как украсть? Shift в низкой стойке, чтобы обокрасть цель на ходу. А, блин, подсматривает. Подсматривает. Уходи, я Ой. пощажу тебя. Да. Все, я ушла. Ведь? А все, ну бывает. Ну потерял, ну бывает такое. Так, где этот теперь друг, интересно, находится? Может. Зачем ему это? В смысле, зачем? Я вижу, как ты на меня смотришь. Так быстрее. Скажешь. Подожди, нет. Не быстрее. Где-то, походу, нам надо назад идти. А можно я залезу? Только не в сено, а просто залезу. Благо, хоть лазить нет, не разучилась. Ведь? А чё мне? Быстрый путь зато. Мы стоим О! на дороге. Пороге между этим миром и новым, Флаг. где мы все сможем жить как равные. А, 20 флагов надо здесь Но найти. такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. 20 флагов. Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Вот он Предатель? Я не предатель. Это Отсоси, Аль-Муалим пиздец. предал нас.
Это один мелкий. Ты увидишь! Скоро вам Привет, всем надоело. откроется Да, истина. это Мы ассасин. стоим на пороге. Пороге слишком между быстро этим миром и вопрос. новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся То близко, разрушить то далеко. мечту. О, Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! по-моему, сейчас пойдет преследование. Ага. А у меня вообще, да, ничего нет. Меня все забрали. У меня даже клинка нет. На самом деле очень интересно было бы даже, наверное, поиграть без подсказок, но я слишком тупая для таких вещей. Я не сориентируюсь. Но в этой части прям прослеживается то, что ты, ну, сам должен. Иди сюда. Ай, бля! Ой, да больно! Хватит! Бум. Я скажу! Я скажу! Давай. Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Нет, ты просто... Тебя линию обвиняют в том, что ты предал братство Да, и есть открыл такое. дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ну, а Ты кто полы потом справился, будет мыть? Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. О, спасибо. Что будет с тем, А который ему скрытый помогал? клинок можно? Увидим. Я вижу, Кто-то вон он предает бежит. из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, Ого. найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Давай.
Вообще не потерянная. Да, я соберу все. Может, тренироваться во дворе могу, но мне очень хочется поехать дальше. В процессе не улучшимся. Кстати, что... Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, Ой, я как флаг нужно нашла. обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Да меня как бы понизили в ранге, ну да ладно. Окей. Ай! Ну. Великолепно. А, типа контратака. Работа Всё, мастера. я поняла. Что-то его, кстати, кликает. Ну-ка. Да, я поняла, Вот как это так, работает. ученики, мы и должны сражаться. Неверный! Опа. Да не, спасибо. Понимаю, у тебя много дел. Научилась уже. Я видела флаг. Я видела, там был флаг. О, старый добрый Александр. Рождев на деде. Эть. Так, второй есть. Интересно, а еще, кстати, флаги здесь будут? Нет? Я что-то не наблюдаю пока особо нигде. Хотя, может, наверху, но мне туда лезть не хочется. Ну, по идее, мне просто уезжать надо отсюда. Чел на озвучке деда, конечно, помнится. Трудный путь прошел, чтобы стать узнаваемым голосом. Из-за его голоса его не хотели никуда брать в актерском ремесле, он типа такой однотон. Ну, путь к славе, так сказать, он не самый легкий. Вижу еще флаг, кстати. Очень много примеров есть на самом деле, что просто актеры, что актеры озвучки, что им по, знаешь, там не то, что по несколько раз отказывают. А, что это было? Да ладно. Да ладно, у меня прыжок веры баганулся только что. Да ну. Кстати, еще вижу флаг. Да, пока не уехали отсюда. Да ладно, подожди. Чего? Зараза, я ж попробую сейчас еще раз прыгнуть. Так, 4 флага есть. Больше пока не наблюдаю. Вот подожди, как? Куда? В смысле? Кажется, у нас проблема, ребят. Большая проблема. Это еще была маленькая высота. Прикиньте, большой какой-нибудь спрыгнуть. Он точно разобьется. Да вот я, если честно, не хочу теперь разбиваться-то. Вот так бы и кончали все ассасины Обсена. Не говори. Так, 5-й флаг есть. Подожди, есть еще где проверить? Не, нет больше сена. Менять, если честно, немножечко напрягает. Знаешь, прям так это самую малость. Очень странный тип. Очень странный тип, согласна. Короче, ладно, поехали пока отсюда. Я на черном коне поеду. Волшебная повозка. Так.
Критики как раз этот прыжок веры из части в часть критикуют. Любой бы убился 1000 раз. Ну, не, если в реальности, то так, как бы, мало вероятности выжить. А вот что сейчас произошло, причем, что я помню, когда я сама играла, когда я играла, у меня такого не было. Я заехала. Причем ни разу, кстати. А здесь что-то он решил. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как будет дальше. Но это очень плохо, на самом деле. Очень плохо, что он так может называться. Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте. Третьей частью уже точно урона не получаешь от падения в стену. Так, до третьей еще надо дойти, а там во второй как бы. Тоже немало. Здание, над которым кружит орел, это точки обзора. Ага, вижу. Ну, давай, как слезть? Так, ты не против? Я тут заберусь. Нет, я, наверное, здесь не заберусь. Надо было сбоку. Надо было сбоку. По идее, могу здесь залезть. А там спрыгнуть можно с крыши. Важно. Вот, кстати, сейчас зачекаю. Сработает так или нет? Ну... И же все на небесе! Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать. Кажется, у нас проблема. Подожди. Так, у меня другой вопрос. Можно ли это как-то пофиксить? Если да, то как? Заебись. Значит, так будем слезать, ладно. Хотя, прикинь, на какое-нибудь высокое здание забираться. Это еще ладно, маленькое, я с него сейчас, наверное, слезу. Подожди, мне мега интересно. Что сейчас произошло? Очень хреново. Это мега хреново. Нет, точки. Хочешь, не хочешь, мне их надо, короче, посещать. Вопрос другой теперь. Как мне отсюда слезть? Подожди, ну теперь игра подсказывает. Давай. Чисто ради прикола. Чисто поржать. Хуйня, понятно. Вертикал. Так она у меня и была выключена. Ой, не туда. Она выключена уже. Давай мы ее включим. Что мы ее обратно выключим. Разрешение, но с этой частотой вряд ли там что-то. Уровень деталей, качество графики. Подожди, я... А я точно включала вертикальную синхронизацию?
Подожди, тогда она у меня была выключена. Подожди. Тогда она выключена. Блядь, стоять. Перезапусти игру. Сейчас давай попробуем с включенной синхронизацией. Если нет, то попробуем перезапустить. Ну, как так-то? Просто понимаешь, это сейчас жиза будет для многих. Когда ты собираешь себе комп, да, или там покупаешь ноутбук, неважно, хорошее, причем, чтобы железо было. Не для того, чтобы играть в новые игры, а для того, чтобы поиграть в старые, на хороших настройках. Я одна из таких людей. Так, ну давай. Синхронизацию включила, да? Я пересмотрю на всякий случай. То я ж могу. Не, она включена сейчас. Ну давай рискнем. Понял. Повезло. Значит, видать, у кого-то она работает, а у кого-то она не работает. Потому что Тони писал наоборот. Ой, Тони, господи, прости, пожалуйста. Писал наоборот, типа, выключить. Всё, окей, разобрались нормально. Плюс клип, чё? Так, подожди. Не, все правильно, я тут Блять. Я запуталась. Да, правильно. Я приехала оттуда. Сама себя запутала. Ну, по идее... тут уже, да, меня на вооружение берут? Так, подожди. Дамаск налево. Вижу. Попробую все-таки, ладно, как-нибудь отыграть. Не обращая внимания на карту. Но выключать я ее все равно не буду. По-другому она все-таки воспринимается. Как-то она все-таки по-другому мне сейчас воспринимается по сравнению с прошлым разом, когда я играла. Не знаю, то ли от того, что там настройки были маленькие, ну, низкие. Ничего не знаю, мне надо. Ведь я вижу, там орел летает. Там прикол не только в карте. Не, ну указатель я увидела на перекрестке. Это я увидела. Как говорится, в игре ничто не истинно, все дозволено. Так. Плюс вторая точка. Ну тогда сразу плюс 20 часов геймплея. Вот поэтому, да, я и не буду. Я и не буду ничего это убирать. Так, я вижу флаг. Подожди, один. Интересно, он приплюсуется к Масиафу или к Дамаску? Один флаг вон вижу. Кстати, он ближе ко мне находится. Так, не, нормально. Вроде пока теперь не падаем. А как позвать лошадь-то? Ну, как лошадь позвать? Подожди. Я точно помню, что есть кнопка эта. А может и нет. Нет, значит, я с другими частями попутала. Ну, они так и будут теперь.
Экипировка отражается на алтаре с разным уровнем здоровья. Альтаир ведет себя по-разному. Понятное дело. Так, я вижу указатель там вниз. Так, почему вниз? Кстати, там дорога есть? А, да. И плюс понимание разных целей дает орлиное зрение. Это я помню. Это я помню, что у нас 4 этого есть. О, кстати, еще флаг. А, вон 2 флага. Все, изи. Баговывается немного по текстурам. А тут вообще 100 флагов надо найти. А, на Альтаире обжаться. Это ты про алтарь написал, не я. Я вообще ничего не говорила. Чего я видел в Гуччи трусы за 30 тысяч раз, подумал, что это трусы Альтаира, что ли? Кого? Сколько? 30 тысяч? Трусы? Ой, 30... Да. 30 тысяч? Чего? Кого? Вон, пошла за... Ну, за 300 рублей он пошел, купил. Нормально. Где лошадь моя опять? В смысле? А где? Я ж здесь оставляла. Хераси коня спиздили. Нормально и нет. Ладно, иди сюда. Не боись. А где конь мой верный? Ты напугал меня. Да я сама испугалась. Коня нет, прикинь. Другого пришлось брать. Больше так не делай. Стараюсь. Стараюсь не терять. Пожалуйста, следи, куда идешь. Там я ничего не вижу. Так не делай. На флаге можешь забить, они ничего не дадут. Да я знаю, чисто прикол просто. Я знаю, что они не дают ничего. Ты чуть не убил меня. Да и не убью я тебя. Так, подожди. Это рынок. По идее, я вон там выехать могу. По идее, мне просто надо было проехать. Угу, вижу. Вижу под цвет указатель. Раньше был миф, что за них можно арбалет из трейлера получить. Так, Иерусалим это там. Ну-ка. Дай возьму. Я видела, там еще один флаг был. Хрена себе. А лошадь-то за что? Все, ладно, давайте. Взяли по лошади, щеманули. Дай флаг возьмем. Эть. Наверное, не поедут. А, нифига себе, реально бежит за мной. О, дурачок. Все, я понял. Надо, короче, гнать отсюда. РДР 2 проходить попозже. Ребят, игр очень много. Я знаю, куда я одену сейчас. Очень много игр, и по-хорошему мне надо будет сесть и вообще список написать. Потому что сейчас вот закончили, да, вчера кошмариков вторых. Сейчас вот понемножечку начинаем ассасинов. У нас еще 3-й Mass Effect лежит. Я помню про него. Вторая часть этих Звездных воинов. Джедая. Что-то еще там было, господи. А, сейчас DLC-шка будет. DLC по 4-му резику. Поэтому очень-очень много всего. Много во что я сама тоже хочу поиграть, но в принципе оно так получается. Мы играем в то, во что хочу играть я, и при этом, ну, где-то у нас желания с вами совпадают просто.
Все. Чё? Чаще всего следует за Альтаиром. Ну вот, вообще да, но почему-то он куда-то пропал. И я не поняла прикола, но да ладно. Я хочу быкануть. Знаешь как? Видишь флаг? سوف أنبهك إذا رأيته يمر بالجوار. Поехали. Еретик! Ай, бля! Пиздец. Ой. Все, поехали, поехали. Ой, красиво как ушла, а? Все, давайте, пока. Чисто поржать сделала. Я больше чем уверена, что я правильно еду. Так, да, все, Иерусалим туда, значит, мы в эту в сторону Дамаска премся, все хорошо. Что-то мне здесь не особо нравится. Там, правда, есть еще флаг, но я и так на прицеле уже у ребят. Плюс у них здесь лагерь. Как бы, ну, их нафиг. А, все. Я заберу. Дай сюда. Спасибо. Не, ну сотку здесь найти, это забей. Слишком много. Ты не можешь так. Чё я не могу? Проехать могу. Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте. Вот сейчас больно стало. У нас еще 3-й матч по плану, там от 50 часов. Не, я просто хочу от него отдохнуть, от того, что мы его затянули, ну и плюс, ну, ребят, 2 части уже пройдено. Хоть первая и запоролась. Блин, красиво очень. Да, камера-то. Хоть первая у нас и подзапоролась, но сам факт. Вот, блин, очень классно. А как же принцип будет незаметным? Это не все работает. Плюс я вообще сейчас как ученик. Я учусь. Я учусь быть скрытым, понимаешь? Так что одна ошибка, ничего страшного. Неверный! Не знаю, давай. Я ни в чем не виноват. Я застряла. Я застряла. Учи этому в другом месте! На помощь! Помогите кто-нибудь! Умри, неверный! Ты неверный! Я догоню тебя! Прочь с дороги! Короче, я с коня буду. Я не знаю, что сейчас произошло. Некуда. Я уступлю! А, слезть я не слез, его. да? А, это ко мне бьет. Ну как ты? Быстрей! Быстрей! Найс. Взяли коня, скинули. Ну хотя бы я теперь двигаюсь. Но в первом обязательно программу ты откатал. Не, ну сюжет-то пройден, это понятно. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Ну а чё не помочь? Чё, все? Все. Ученые помогут вам пройти мимо постов. Пойдем. Что, пойдем? Пойдемте. Кстати, можно даже не держать. Типа, первый раз зайдешь и все. Там на автомате срабатывает. Кстати, на самом деле, может спасти, если в какой-то момент случайно отпустишь клавишу. И тебя не убьют. Так, оп. И все.
Мы в домике. Сейчас надо, короче, пройти здесь вход. И пойдем искать это бюро. Все, по идее. Вот прям вообще не отличим. Вообще ни разу. Не говори, вот вообще незаметный. Подходите, посмотрите! Я ни в чем не виноват. Могу Да. заинтересовать тебя своими товарами. Товарами? Ну, может быть, потом. Надо искать вышку. Надо в первую очередь искать ближайшую вышку. Поиски закончены. Помочь, пожалуйста, вы можете пожелать. Хочу за флагом слазить, но что-то мне лень туда идти за ним. Короче, полезла вот туда. Вот она, ближайшая Обошел самая. кучу торговцев и не нашел ничего нужного. Слава Салах-ад-Дину. Сколько их здесь? 100 флагов в Дамаске, да вы чё? Знайте, Что такие богатые-то? сражаемся, дабы избежать истребления. Мастер мастеров. Неверный король На самом деле, я хочет всегда... перебить нас всех до единого. Не то, что удивлялась, но задалась вопросом. Защищаться. Типа, неужели его реально так не видно? Ну, окей, ладно. Где-то он еще похож по одежде, по цвету, но... Сам факт. Слушай, я что-то не увидела бюро. Но... Не, все работает, все хорошо. Вроде бы как теперь у нас все работает. Понятно, я здесь постоянно буду на вооружении, постоянно здесь за мной будут бдить. С севера идет английский король и его армия. Ну, это далеко не все. Подходите, смотрите мой товар! Салах-ад-Дин скачет им навстречу. Я еще знаю прикол, что в этом... Ты смеешь красть у меня на глазах? Помогите? За Помогите, это я ты могу. поплатишься жизнью. Ты смеешь красть Я у даже меня на знаю, как я глазах. сделаю. За это ты поплатишься жизнью. Сейчас, смотри. Умри, вор! Прекрати, ты делаешь мне больно. Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят Что руки! плохого я тебе сделала? Скажи Ага. на милость. Тебе конец! Смерть неверному! А как это... А скрытного нельзя, что ли, было провести? Ну ладно. Я хотела просто это с крыши красиво сделать. Ай-яй. Не всегда получается эту контратаку проводить, кстати. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Пожалуйста, чё? Спасено 1 из 12. Ой-ой-ой. Кажется, меня сейчас это... На куканчик кинут. Бля. Ой, бля. Вернись сюда! Всё, нет меня. Все, давайте. А, не получилось. Я думала, сяду. Ну ладно, в тупик забежала. Держи Что, не его! знаю, я на крышу Тебе не полезла. уйти! Там-то вы меня точно не достанете. Смотри. Эть? Всё. В домике. Чай, водички там попью. Он ушел. А, ну и как раз он. Реактивейшн произошла. Чтобы с крыши сделать красиво, нужно было зафиксироваться на цели. А я зафиксировалась, и... ну, у меня пошло это задание. То есть все, они меня типа увидели. И почему-то у меня не сработало. Хотя, может, то, что у меня меч был выбран. Я застряла. Может, у меня меч потому что был выбран. Так, я вижу еще одну точку обзора. Атамир водил караван между Дамаском и Мне надо вот Иерусалимом. Но дела у него не шли.
В Иерусалиме никому не были Ладно, нужны научусь. его товары. Я просто, правда, я помню, что у меня Близлежащих ферм. были трудности по управлению. Но оно здесь, не скажу, что сложно, но немножечко просто отличается, да, от типичного, Слушайте, что я от скажу. привычного нам. О несравненном мастере торговли. Вообще, мне знаешь, что интересно, получится увидеть Когда отсюда? Тамир водил караван между Дамаском и Иерусалимом. Не, я отсюда не вижу бюро. Я знаю, что вход на крышу. Никому не были нужны Это его я товары, точно помню. Фрукты и овощи с близлежащих ферм. Это было до битвы при Хатине. Где-то У там на сарацинов карте кончалась показано. Ну, ладно. пища. Нужно было пополнить запасы. Но помощи Так. не было. А что за кулак, интересно, нарисован? Никто не знает его лучше меня. эти вон на охране Подходите, стоят. послушайте, что я скажу. О несравненном мастере торговли. А, нельзя, вы слишком далеко для допроса. И Тамир отдал ему пищу. А после битвы предводитель распорядился заплатить Тамиру в 1000 раз больше. Говорят, если бы не Тамир, Тамир, это же наша люди цель. Саладина обратились бы против него. Может быть, и ту битву мы выиграли благодаря ему. Это же наша цель. Кулак — это избиение. Допрос, я поняла. Здесь вот будет потруднее, тут же охрана ходит. В Масяфе-то зашел за угол. А, нет. Ты мне подерешься. Дерусь. Ай-яй. Изи. Похоже, ты многое знаешь о Тамире. Что он задумывает? Я знаю только эту историю, ничего больше. Жаль. Зачем оставлять тебя в живых, если тебе нечего дать взамен? Стой, стой! Я знаю кое-что. Продолжай. Он сейчас интересно. очень занят. Руководит сбытом большой партии оружия. Ну и что? Он продает его Салах ад-Дину. Это мне ни к чему. Как, впрочем, и ты. Нет, стой! Послушай, не Салах ад-Дину, а кому-то еще. Гербы на доспехах, а не другие. Я не знаю, чьи. Похоже, Тамир помогает другим. Я не знаю, кому. Это все? Да, да. Я сказал тебе все, что знаю. Тогда пора тебе отдохнуть. Это обязательно было? Причем, что это не я нажимала, вы видели. А, смотри-ка, это все-таки нужно делать. Допросы эти устраивать. У меня так ДНК восстанавливается. Вот назад давай. Увидишь, тебя отрубят руки. Так восстанавливается ДНК. Короче, в процессе пока Ты это... смеешь красть у меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Зачем ты так сделал? Чем я Ай. тебя обидела? Нет. Только попробуй. Смерть неверному! Ты заплатишь за свои грехи! Да? Узнайте, куда он пошел. Я нажал ноги! Вот он! Не, не получилось у меня, короче, так сделать, ладно. Ах ты, со спины крыса зашел. Тебе конец! Раз. Аллах твою душу. Два. Три. Эй. Четыре. Изи. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Нет меня. Может, Альтаир еще не умеет прыгать на цель? Мне кажется, что да. Почему-то мне кажется, что здесь... Эту кашу. Что у меня нет такой способности. Что-то я видела под... наподобие... Нас же когда рангом понизили, нам же показывалось, что у нас забрали. И там показывалось, какие у нас способности тоже пропадают. Я не помню, как оно, скрытое убийство или... Нет.
А, или атака с высоты, что-то в этом роде, короче, было. Насколько мне не нравится... Подожди, насколько мне не нравится Кузнецов на Ведьмаке, настолько же он нравится на Кагире. Так. Поехали дальше. Надо еще точку найти. Блин, она далеко. Точка далековато от меня. Ага, вижу охрану. А, нашли бюро. Случайно, кстати, нашла. На помощь! Помогите! Не, я не умею прыгать. Грязный вор! Как отпустить? На помощь! Помогите! Не отпустить не могу, прикинь. Отстань от меня! Я ничего не сделала! Да Ты ёпта! смеешь красть меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Зачем ты так сделал? Тебе не Чем я следует тебя стоять обидела? здесь. На помощь! Помогите! На. Остановите его, пожалуйста! Что-то как-то на тренировочном поле у меня получалось контратаку провести, а здесь почему-то не могу. Когда писалось то, что как только мой меч касается клинка врага, я сразу же нажимаю атаку, и типа производится контратака. Ну, типа того. Почему-то не получается. На. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Слушай, и на месте вот этих вот мест, где мы помогаем, вот эти вот ребята встают. А, они будут мешать. Все, написано было. Мне сейчас будут... Навсегда не спрячешься. Сейчас будут, короче, помогать. Не вижу я тебя, друг. Проходи. А я знаю, как я уйду. А я знаю. А, бюро закрыто. Найс. Найс. В бюро нельзя спрятаться. Прикольно. Ладно, давай сюда. Смотри-ка, барьер. А, это, по-моему, недоступный участок памяти или что-то типа того. Ладно, пойдем поздороваемся. Я забыла, как отпустить. А, все, на shift. Сори. За флут в чатике мне просто говорит, да ладно тебе, какой флут. Общайтесь. Чат он не для того, чтобы со мной только разговаривать. видеть тебя А чтобы вы друг с невредимым. другом тоже Я общались. тебе тоже друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты Возможно. никогда не был сторонником Креда, правда? Все сказал? Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Думаю, ты знаешь, как его выследить. Да, конечно. Узнать, где и когда он бывает. Конечно, этим должен заниматься не я. Ну, а Я теперь понял. я. Начни искать в городе. Узнай, что он планирует и где работает. Подготовка – залог успеха. Что ты можешь о нем У рассказать? одного мы уже послушали Тамир с вами. ведет жизнь подпольного торговца. Тебе нужно в рыночный район города. Я бы предложил поискать в следующих местах. Маленький базар к северо-востоку отсюда, медресе к востоку, и сады к северу от бюро. Сосредоточь свои поиски в этих местах, и ты много о нем узнаешь. И после этого вернуться сюда, я полагаю. Да, возвращайся, я дам тебе метку Аль-Муалима, а ты нам жизнь Тамира. Как пожелаешь. Запомни, Альтаир, если ты попадешь в неприятности и город ополчится на тебя, возвращайся сюда. Я укрою тебя.
Но если враги будут близко, я не открою дверь, пока ты не избавишься от них. Ты понимаешь? Вот как сейчас получилось. Да. Приведя их в бюро, я подвергну братству опасности. Отлично, теперь иди. Пойдем. Пойдем собирать дальше инфу. С одной стороны, слушайте, логично, что они вход сделали на крыше, потому что, ну, обычно по крышам-то никто не лазит, но... Как бы вон охрана стоит. Так они не заметили? Ну, да ладно. Ах. Север-восток и северо-восток. Вот если бы я знала, тут солнце садится или встает. Да что по солнцу можно. Если бы она здесь вставала, то это было бы восток, а по идее нам надо туда идти. Что это еще за метка такая? А, все это ребятки, которые стоят. Все, я поняла. Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! О! Слышу где-то. Я где-то на той стороне. Отстань от меня, я ничего не сделала! Где-то тут. Вор! Грязный вор! На помощь! Ну и где? Умри, вор! Ты смеешь красть у меня на глазах! Смотри, за это ты поплатишься жизнью! Заплатишь за свои грехи! Кому ты поздоровится? Слышь ты! Зараза! Я поймаю! В угол загоняют, прикинь. Какая мерзость! Блин, еще народ бегает. Тяжело увидеть это где. Остановите его, пока не поздно! Блин, плохо. Ой, как плохо. Изи. С первого раза. Нажимая на мышку во время диалогов, ты можешь менять ракурс. А, это я знаю. Это я знаю. Хорошо, Это я что ты видела. так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Что это? А, Что всё, здесь произошло? Изи. Теперь погнали на допрос. Здесь, кстати, недалеко. Берусь, нет? Не, никуда. Так, у нас есть еще одна точка обзора, я вижу по карте. Будьте сильными, сильными, как Салах ад-Дин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Иногда в крышах этих запутаешься. Я Ну? стою перед вами, дабы предупредить вас. Давай. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Вот оно то самое, о чем я говорила. Отпустишь, если или нажмешь неправильно клавишу. Он от стены, короче, отпрыгивает. Что-то понравилось? И ты назад. Ты вправду очень мудр, раз решил обратиться Оп, ко мне. подожди, оп, где-то Может, здесь, тебя где-то заинтересует здесь. вот это? Здесь? Нет? Ну, это далеко не все, товара полно. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно, и побыстрее, у нас мало времени. Письмо страшное. Что заставляет его делать это? Найс. Подходите, подходите. Большая граждане. Ты меня раздражаешь. Устали от низкокачественных товаров. Все ко мне. Мой товар лучший. Эти? Внимайте мне. Добрый день, дорогой друг. Это не я была.
Всё, просто взять и уйти в закат. Чтобы перейти к памяти убийства, вы можете проделать любое количество расследований. Слушай, по идее... Тебе здесь нечего делать, старик. Вот есть еще 2 задания. Это помощь, короче, горожанам. И вот еще одно, где, видите, там человечек бегущий. Еще какой-то доп-квест. Нет? Ну, это далеко Давайте не всё, попробуем, а чё? Так. Ага, вон они, вижу. Неверный! Я тебя Помогите кто-нибудь! Да переси! Этот стайл вообще не понял. Ой-ой-ой, взяла по человеку попала. Блин, из-за вас! О, наконец-то! Изи. Так, вроде... Вспоминаю. Вроде начала вспоминать, как это работает. Все. Это был последний? Надеюсь. Но Ну, лучше будем не думать, рисковать. что да. Я поспешу домой. И еще долго не буду высовывать оттуда носа. Правильно, хорошее Вы были очень решение. добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. О! Так, пойдем дальше смотреть. А, подожди. Ученый считается передвижным укрытием. Но это я помню. Подожди, а где у нас еще одно задание? Странно, делось куда-то. Я гадал, когда ты появишься. Так, тут мы уже были. Где-то вот здесь еще вот это задание. Где-то оно... Да ладно, сверху, что ли? А, вон он. Мне так нравится звук пощечин, такой хлесткий. Прям так вот. Да. Про 2 был, наверное, это не слышно. Ну, я себе руку отбил чуть-чуть, ну да ладно. Мир и покой тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Да. Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Зачем таймер? Вон по крыше. Кажется, я вижу. Нет, здесь я без карты точно бы не справилась. За 1,5 минуты найти чувака. Не знаю даже, куда бежать. Типа все, что он сказал, это... Если вы устали от низкокачественных товаров... Типа все, что он сказал, что он поблизости. Ну это ладно, это я успела. Ну давай. Знайте, твоим услугам. Не понимаю, чего он хочет добиться. Так они послали тебя? Интересный выбор. Хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. Но вообще, по идее, мне надо к этому идти. Мне в бюро надо вернуться. Мы должны дать им отпор. Сейчас только точку вот эту вот. Точку открою вот эту. И пойдем. Кстати, как раз серию, наверное, закончим. Не знаю. Да нет. Я просто сижу, думаю, а получилось ли бы у меня... Даже не так. Получилось или нет, какой вообще был бы процесс всего этого геймплея, вообще всей игры, и какие бы у меня были эмоции, если бы я все-таки без навигации играл. Но это, ну вот, допустим, даже сейчас вот это задание 12 лайков, да? А то у меня просто не открыто, я на СБСке мониторю все. Спасибо большое. Спасибо, ребят.
Мне кажется, вот даже, да, как сейчас вот это вот задание было, типа, он где-то поблизости. Где поблизости? А хрен его знает. Так, здесь что-то послушать можно. Опа. А, надо сесть наверх. Сядьте на скамейку. А где скамейка? Ага, вон близко она очень. Эть? Чё, да ладно? Не он, что ли? А! Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Все равно это одно и они. то же. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. На балке, которые пересекают центральную площадь базара, можно забраться. Ну. Вот это информативненько, кстати. Вот так вот реально послушай. Слушай, ну... Меня что очень восхищает? Что ведь действительно... Умри его! Что ассасины действительно так и работают. То есть, слушая всех. Сюда! Хочешь сказать? Вор! Вор! Не подходи. Отрублю голову! Отрублю голову! Что, не сработало? Понял. О, тебе нет! Я! Времени. Да как вы? Трое на одного вообще-то нечестно. Ну так, если на секундочку. Двое на одного уже. Ай, вот он смачный звук-то, а? Слава богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. О? Погоди, что он моргает? Чувак лежит, моргает, видишь? Так, ладно, а то меня сейчас тут это... Меня сейчас спалят. Ну их нафиг. Сейчас такой смело диалоги уже не делаю. Это сделал. А кто? А кто? А кто? Это не я. Так. По идее, да, нам в ту сторону-то и надо идти. Короче, смотри. Сейчас мы их обдурим. Смотри, делаем вот так. Ведь. И просто сбоку. Чего? Сбоку залезть нельзя? Да ну. Погоди, тут что, вообще нигде залезть нельзя? Найс. Подходите. Большая распродажа. Подожди, а почему я здесь не залезаю? Могу заинтересовать тебя своими товарами. Здесь-то я тоже, по идее, не заберусь. Не-не-не. Не знаю, давай с этого. С забора, что ли, залезем. Зачем он это делает? Я тоже не знаю, зачем я это делаю. Не, все, получилось. В Вове есть квест, случилось ужасное, я доверился женщине. В 24 году. Я не знаю, осудить, не осудить. А за что осуждать? Я говорила, и не один раз, все проблемы из-за баб. Я все сказала. А чё, сегодня до своего, знаешь, как доебалась? Только он меня немножечко возненавидел за это. И потом мы поржали. Я говорю, ну у меня эти... женские эти дни. Я говорю, все нормально. Я говорю, сейчас попсихую, я говорю, шоколадки там у меня есть. Он мне покупал, когда я заболела.
А, у Где меня тот, лежат кто до сих заварил пор. эту кашу? Я говорю, все нормально, сейчас сладенького поем, будет хорошо. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Ладно, я угораю. Слава Любить Салах своих ад-Дину. девушек, Он дал женщин. тебе силы встать на защиту нашей великой страны. Поверь, некоторые, знаешь, порой как стараются, а пацаны не ценят этого. Я сейчас, ну, не защищаю ничего никого, потому что порой это и в обратную сторону тоже работает. Но сам факт. Просто друг друга уважайте. Все хорошо у вас будет. Ну да, кто же доверяет женщине? Даром же говорят, послушай женщину и сделай все наоборот. Я вообще в принципе всегда так делаю. Кто бы что мне ни говорил, я всегда делаю все обратное. Да. Так. Кстати, а есть тут автосейв, нет? Мне кажется, нет. Давай мы с ним поговорим на всякий случай. Сейф пройдет. Альтаир, входи, входи! Я сделал, что ты сказал. Теперь дай мне метку. Сначала информация. Что ты узнал? Тамир заправляет рынком Аль-Силаах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке. Обсуждение важной сделки. Говорят, что самой важной в его жизни. Он будет занят своей работой. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. О, перышко. По идее, должно быть сохранение. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Во. Вообще замечательно. Это, наверное, туда надо выйти. Наверное... Я застряла. Перемотка не на более застряла. поздний участок Так памяти. должно было быть. А, вот, все. Еще 3. И вот этих 2 синеньких. Короче, я постараюсь эти ДНК все заполнять. Но давайте тогда мы серию на этом остановим. Господи, благо мы решили с этим прыжком веры. Я реально думала, что все, мы теперь всю игру не сможем так прыгать в этот сток сена. И будем слезать. Меня сразу предупреждали. У меня Краснодар, не принимай все лично. Лично, близко к сердцу или просто беги. Ну, так тоже работает, да. Хотя не всегда. У кого как. Ладно, мы не об этом. Короче, я, если честно, очень рада, что мы добрались до этой игры. Я безумно по ней соскучилась. Она была и есть одна из первых, в которую я начинала играть. Уже почти 4, там где-то 3,5 года прошло с момента, как я первый раз запустила, и безумно рада, что второй раз я ее запустила уже вместе с вами. Поэтому я думаю, фанаты найдутся, желающие смотреть найдутся, и просто, знаешь, так поспоминать, поностальгировать, потому что есть те, кто и на момент выхода игры, да, в 2007 году в нее играли, и спустя почти 20 лет вспомнить эту замечательную игру, я думаю, оно многого стоит. И, конечно же, не забывайте ставить лайк, вы можете поддерживать меня, я это знаю, и спасибо вам за это. Завтра, кстати, 11 числа приедет мамин ноутбук. Да. Завтра он приедет, мы с вами в него собирали с самого первого момента, как я начала стримить, и вот завтра, короче, он приедет, я в телеграм-канал, если что, скинула фотку чека, ну, что все честно, что все, как я и говорила. Короче, что не наебала я вас, и себе ничего не забрала. Как-то так. Ну и давай тогда увидим с тобой уже в следующей серии, и постараемся, наверное, пройти побольше частей из этой серии игр. Я очень хочу. Ну, не во все, правда, но хочу. Все, давай, береги себя и